Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Давид, вы на канале Давид Будда. Я продолжаю тему вибраций и считаю, что это очень-очень важная тема. Вибрации решают всю нашу жизнь. Какую вы вибрацию излучаете, то и с вами происходит. Недавно, даже в прошлом моем видео один юзер написал такой комментарий, что да, вы всех заколебали со своим позитивным мышлением, все такое. Нет, я не говорил, в принципе, про позитивное мышление. Да, я не знаю, как он смотрел вообще это видео, но понятно, как он смотрел. Суть не в этом. Дело не в позитивном мышлении, друзья. Когда, когда вы излучаете энергию того, что вы живете в пропасти, вы живете в проблемах, страданиях, я даже не знаю, как вам правильно показать. Если у меня было бы зеркало, я бы вам показал. Хотя могу. Пускай этот планшет будет зеркалом. Зеркалом, зеркалом мира. Когда вы показываете себя, что у вас какие-то проблемы, у вас какие-то неполадки, что вам плохо, вас не любят, у вас нету денег. Зеркало мира показывает, что да, у вас проблемы, вас не любят, у вас нету денег достаточно. Понимаете? Просто нужно осознавать, что мир, в котором мы живем, это всего лишь зеркало. Мир – это Бог, который состоит из зеркала. В исламской философии есть такое тонкое направление того, что не надо возмущаться насчет того, что у тебя на данный момент нет денег. Нужно радоваться тому, что у тебя сейчас есть. И конкретно в исламе говорится, что если ты скажешь, что у меня там какие-то проблемы, я не могу найти хлеб, деньги, еще чего-то, Господь Бог. Некоторые думают, что Аллах это какой-то другой Бог, да? Аллах это тот же самый Бог, который Бог Иисуса, Моисея, Якова и всех других трехкнижных пророков. То есть это один и тот же Бог, просто евреи его называют Элохим, христиане Яхова и мусульмане называют Аллахом. То есть это один и тот же Бог. Но я о другом, на самом деле. Я это изучал, я это осознавал, я это понимал. И хочу, конечно, само собой разумеющееся, чтобы и мои подписчики, и даже не подписчики тоже понимали, осознавали, что мир – это есть зеркало. Когда ты говоришь, что вот, я живу в России, у меня полно проблем, как можно здесь жить и того подобное, бла-бла-бла. Мир тебе отвечает, да, ты живешь в России, у тебя ужасные дороги, у тебя проблемы с деньгами, тебя не любят и того подобное. Зеркало просто показывает тебе то, что ты ему излучаешь. И это тебе возвращается. Окей, вы правы, да, в принципе, что не надо тупо говорить, что
я богат, у меня все есть и тому подобное. Нет. Это, в принципе, работает, да, но не надо просто э, сидеть и говорить, что да, у меня все хорошо, в принципе, у меня все замечательно. Нет. Э, Просто радуйтесь тому, что у вас есть, да. Вы просто на самом деле не смотрите, чего у вас есть. Если ты на данный момент смотришь это видео, значит у тебя уже много чего есть. Знаешь, сколько людей, у которых нету ноутбуков, нету компьютеров, нету мобильных телефонов? Знаешь, сколько людей, которые работают в день за $1? Не знаешь. Я знаю, что ты не знаешь. Ты на данный момент сидишь на мягком диване или лежишь на теплой кровати, пьешь свой восхитительный чай, смотришь меня и говоришь, что жизнь ужасна. Ты серьезно? Да, в жизни есть проблемы. Иногда меня спрашивают: Давид, а как можно избавиться от страданий, от проблем? А когда они закончатся? Да никогда. Проблемы будут всегда. Страдания будут всегда. Просто нужно научиться их принимать. Знаете, на что похож ваш вопрос? А когда я перестану бить ногу об диван? Да всегда ты будешь бить ногу об диван. Но раз за разом ты будешь осознавать, что это уже случается. И что? Ну, ударился, так ударился. Это уже есть. И все. И это проходит. Все проходит, и это пройдет. Нужно привыкать просто. Девушка ушла. Окей. Просто говоришь, окей. Ушла так ушла. Теперь у меня открываются новые дороги. Теперь я могу встречаться с другими девушками. Почему вы не хотите в этом видеть позитивное, да? Если девушка ушла, значит, вместо нее придет другая какая-нибудь. Посмотрите, много альтернатив есть, в принципе. Посмотрите, какой позитивный момент здесь есть. Да, может, Бог, Вселенная, ну, в кого ты веришь, Иисус, помог вам расстаться, чтобы тебе было лучше. Может, в дальнейшем у вас были бы серьезные проблемы с ней. Придет такое время, когда тебе стукнет, наверное, 45, 50, 55, 60. И ты будешь говорить, что, Господи, какой же я был дурак. Страдал из-за каких-то дурацких пустяков. Расставаясь с каждой новой девушкой, я понимал, что новая лучше, чем предыдущая. Или если девушки смотрят это видео, да? То же самое с девушками, да? Девушки, вы же помните, что когда вы влюблялись или встречались с парнем 15 лет, когда вам было, вы думали, что это любовь всей вашей жизни, но потом вы поняли, что вы просто были дурами. Это эйфория, это проходит. Это химия. Понимаете? Просто вам нужно стать Буддой. Будда это не человек. Будда это не Бог. Будда это состояние души. То есть состояние души осознанности. Сегодня я сидел на работе, и все около моей работы есть другие магазины, где продаются золото, драгоценности и тому подобное. И у них было полно клиентов, у меня не было клиентов. И они нервничали, что у них мало клиентов. А человек, у которого нету клиентов, я вообще тихо, спокойно сидел, пил воду
наблюдал за туристами. Иногда говорил туристам, что заходите в мой магазин. Они говорят, не хотим. Я говорю, что окей, нет, так нет. Другой клиентке говорю, что здравствуйте, вы давно здесь? Она говорит, что да, уже 3 дня. Я говорю, что замечательно. Зайдите в мой магазин, посмотрите. Не, спасибо. Я говорю, окей. И вечером, когда я собирался закрыть магазин, пришла семья, и я продал столько товару, что все эти магазины завидовали мне. Почему? Потому что все окей. Я не придавал важность этому. Я, если начал бы там говорить, что Господи, у меня идут дела к черту, и у меня ни хрена не получается, посмотри на моих соседей, вел бы себя как истеричка, Бог сказал бы, что да, ты прав. Ты прав, у тебя нету клиентов, их не будет. Жизнь ужасная, полна проблем. Понимаете? Это, это восхитительное состояние, когда тебе наплевать, что будет. Ты просто наслаждаешься моментом сейчас. Некоторые говорят, что сегодня еще один мой подписчик и знакомый из группы в Телеграме. Присоединяйтесь, кстати, к группе Телеграм, мы там общаемся о разном. Отличие от других Телеграм-групп, у нас нету оскорблений, нету наездов каких-то, да. Все нормально общаются. Можем, конечно же, материться, да, только не к отношению друг к другу. Можем дальше общаться. И этот участник из Телеграм-группы мне написал, что, точнее, отправил голосовое сообщение, что Давид, ты говоришь, что не нужно думать о будущем, а как миллионеры, там, богатые люди, как они делают. Я точно не помню вопрос, да, но примерно вопрос звучал так же. Как они живут и того подобное. Они разве живут в моменте сейчас? Говорят, что, миллионеры пишут свои цели в будущем, да, они пишут конкретную схему, что в 2024 году я открываю новый магазин в таком-то, таком-то месте. Мне для этого нужно так-то, так-то. Потом они пишут, что для них этого нужно. Но они, когда занимаются делами, да, они находятся на моменте сейчас. Они не сидят и не думают, что что я буду делать, Господи, до 2024 года осталось еще 5 лет. И перед ним клиенты проходят, да проходите, я думаю о 2024 году. Нет. Они живут в моменте сейчас. Иногда думают о будущем. 90%, я уверен, может даже 99% населения. Они постоянно или будущем, или прошлым, или будущем. Они не живут в моменте сейчас. Они не могут насладиться моментом сейчас. И это ужасно. Почему ужасно? Потому что я сам испытывал это на своей коже. На своей шкуре, как правильно, я даже забыл. Это реально ужасно. Когда люди к тебе приходят какими-то предложениями, а ты их не слышишь, ты их не понимаешь, потому что ты постоянно думаешь, что «О, как хорошо было в прошлом» или «Как хорошо будет в будущем». Человек тебе в лицо говорит, что «Друг, приятель, у меня есть бизнес-идея, посмотри на эту карту. Мы скоро можем стать богачами, мы будем в роскоши купаться». А ты говоришь, да подожди ты свою роскошь, что как же хорошо было, мы на берегу гуляли там. Как у нас не получилось? Посмотри, вот мы берем это место, открываем там магазин, открываем перед ним кафешку. Да подожди ты со своей кафешкой. Что мне делать? Подожду еще 6 лет, через 6 лет я, наверное, открою кафе. Да у меня же, говорит кафе,
вы не видите просто этих возможностей. Когда вы находитесь в моменте будущем, в моменте прошлом или наоборот. Я немножко уставший на самом деле, да, поэтому не обессудьте, как говорится. Ну, я не ютубер, я просто для вас снимаю. Если интересно, ставьте лайки, пишите свой божественный комментарий. Я их обязательно прочту, и если посчитаю нужным, отвечу на них. Или сниму ролик насчет этого. Суть и ключевые слова этого видео состояли из 3 вещей. Вибрируйте постоянно, желательно постоянно. Состояние спокойствия и изобилия. Когда вы будете изобильными, когда вы будете спокойными, когда вы будете думать о том, что вот вы живете в роскоши, богатстве, это будет к вам притягиваться. На самом деле, вот это навязано извне, да, что я хочу жить в роскоши, богатстве. Главное, что вам интересно. Только это не должно быть такие тупые вещи, как, я не знаю, купить машину и целый день бухать с девочками. Да, вот это реально тупая вещь. Я не люблю давать советы, да, но я бы вам дал бы конкретно совет, что думаете, как построить систему из пассивных доходов, чтобы вы не работали, а деньги к вам шли. Это пассивные доходы. Потому что вот некоторые из вас, скорее всего, не работают, да, возможно, те люди, которые смотрят, они не работают. Вы не знаете, о чем я говорю насчет работы. А люди, которые работают, они меня замечательно понимают, что за ужасная вещь это 5 часов утра, 6 часов утра, 7 часов утра вставать, чистить зубы, переться на работу, что еще начальник тебе скажет, что ты опоздал. Еще раз опоздаешь, и я тебя уволю. Вот поэтому нужно думать о своем будущем, а не о том, что как соблазнить кого-то, блядь. Как еще какую-нибудь херню сделать, как написать гневный комментарий. Думай, как заработать больше денег, как построить пассивный доход. Сделай для этого все, что угодно. От этого зависит вся твоя жизнь. А чтобы этого добиться, сидя и говоря, что да, я живу в России, у меня все пиздец, я не могу жить, все, и вся эта блевотина. Это не работает. Ты должен внушить себе, что ты божественный человек, который всего добьется. И будешь жить в роскоши и богатстве. С вами был Давид Будда. Ставим лайки, пишем комментарии, если это видео тебе понравилось. Делишься с друзьями. Удачи тебе. And I want a cheap perfume for a small vacation.